день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Гусиные лапки». Торт из коллекции советских тортов, как я ее называю, золотая коллекция советского кулинарного наследия. То есть по старым советским рецептам, но с моими изменениями. В составе торта бисквит, вишня и нежный сливочно-шоколадный крем. Вкусно! Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 4 куриных яйца среднего размера, 120 грамм сахара и 120 грамм муки. В муку я добавила столовую ложку крахмала. Всего по весу муки и крахмала 120 грамм. Часто в бисквитное тесто добавляют еще и разрыхлитель для теста. В случае обычного классического бисквита я считаю это лишним, поскольку он и так хорошо поднимается без дополнительного разрыхления. Но при желании для подстраховки вы можете его добавить. На такое количество яиц я бы взяла пол чайной ложки. Смешиваем муку и крахмал. Если вы будете использовать разрыхлитель, то добавьте сюда и разрыхлитель для теста. И обязательно просеиваем. Готовить бисквит я буду без разделения яиц на белки и желтки. Сначала яйца слегка взбиваем миксером. Затем постепенно в 3-4 приема добавляем сахар и взбиваем в легкую воздушную массу. Яичная масса должна стать настолько плотной, чтобы ей можно было рисовать. Степень взбития яичной массы проверяем периодически, останавливая миксер. Вот сейчас масса уже вроде бы легкая и воздушная, но след не остается, поэтому это недостаточно, взбиваем дальше. Сейчас след остается, но он еще стекается очень быстро, этого тоже недостаточно, взбиваем дальше. И вот то, чего мы хотим добиться. Взбитой массой можно совершенно спокойно рисовать. След, оставленный на поверхности, остается видимым в течение нескольких секунд. И только после этого можно добавлять в тесто муку. Вмешиваем муку очень аккуратно, складывающими движениями. Лопаточкой двигаемся снизу вверх. В результате получается вот такое легкое бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, чтобы нижний корж был максимально ровным. Борта ничем не смазывала. Форму можно несколько раз прокрутить для того, чтобы в центре создалась воронка и при выпечке бисквит получился ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Обычно бисквит печется 30-40 минут. Готовность проверяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и дадим полностью остыть. Бисквит можно охлаждать в перевернутом виде, для того, чтобы середина не просела. После того, как бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. С бумаги я пока бисквит не снимаю. Вот такой легкий, воздушный и довольно высокий бисквит у нас получился в результате. Возвращаем бисквит на решетку и в таком открытом виде оставляем выстояться. По правилам нужно дать выстояться 8-10 часов, но на мой взгляд можно ограничиться 5-6 часами. И уже только после этого бисквит можно разрезать. Разрезаем бисквит пополам и посмотрите, какой он воздушный, легкий и пористый. Бисквит пока откладываем, займемся приготовлением крема. Для начинки нам понадобится 300 грамм вишни. Это может быть вишня из компота или размороженная. К размороженной вишне добавляем 50 мл коньяка, накрываем и оставляем на 4-5 часов, чтобы вишня хорошо пропиталась. Если не хотите использовать коньяк, просто пропустите, ничем заменять не нужно. Поскольку я использовала размороженную вишню, она дала много сока. Сок с коньяком сцеживаем. 2 столовые ложки сока с коньяком я добавлю в крем, а остальное нам не понадобится. По вкусу это как хороший ликерчик, поэтому можно выпить. Для крема нам понадобится 200 грамм сливочного масла, 200 мл 20% сливок, 200 грамм сахара, 10 грамм какао-порошка,
2 столовые ложки либо коньяка, либо вишневого сока и чайная ложка ванильного экстракта для отдушки. У меня ванильного экстракта не было, поэтому я взяла пакетик ванильного сахара. Вес пакетика 8 грамм. Переливаем сливки в кастрюльку. Сюда же кладем сахар и перемещаемся к плите уваривать. При аккуратном нагреве и интенсивном помешивании нагреваем нашу смесь до кипения. При этом следим, чтобы к началу кипения полностью разошелся и растворился сахар. После того, как сливки закипят, перемешиваем очень аккуратно и только по мере необходимости. После закипания варим примерно 5 минут до консистенции негустой сгущенки. Сразу же переливаем в отдельную миску и даем остыть до комнатной температуры. Чтобы сверху не образовывалась корочка, периодически подходим и перемешиваем. По вкусу она очень напоминает сгущенное молоко с сахаром, но разве только более сливочное и более мягкое. Пропитывать коржи я буду сахарным сиропом. Для сиропа нам понадобится 3 столовые ложки воды, 2 столовые ложки сахара. Воду с сахаром аккуратно нагреваем до кипения любым удобным для вас способом. Я нагревала в микроволновой печи. Даем остыть до комнатной температуры. И при желании добавляем столовую ложку ликера, либо столовую ложку коньяка. Не хотите добавлять спиртное, просто пропустите, ничем заменять не нужно. После того, как сливочная масса остынет, она станет заметно гуще. Вот посмотрите, по консистенции чистая сгущенка. Сливочное масло должно быть не прямо из холодильника, его нужно заранее достать и дать согреться. Оно должно быть мягким. К сливочному маслу всыпаем ванильный сахар и взбиваем легкую воздушную массу. Взбиваем на высокой скорости вращения миксера примерно 2-3 минуты. И попутно скажу, что ванильный сахар это все-таки не лучший выбор, поскольку он довольно крупный и кристаллики сахара чувствуются в готовом креме. Лучше взять либо ванильный экстракт, либо смолоть ванильный сахар в пудру. А затем малыми порциями вводим в нашу масляную смесь сгущенную массу. Добавляем буквально по столовым ложкам, каждый раз хорошо пробивая крем миксером. Периодически подбираем крем со стенок посуды, чтобы не было непромеса. В результате получается вот такой довольно легкий, однородный крем. Просеиваем какао-порошок. Сначала я просто размешаю лопаточкой, чтобы какао не пылило. И затем проработаю крем миксером до однородности. В последнюю очередь добавляем в крем либо коньяк, либо сок вишни, либо не добавляем ничего. Еще раз прорабатываем миксером, и наш крем готов. В результате получается вот такой очень нежный, очень вкусный шоколадный крем. Сейчас крем мягкий, поскольку он довольно теплый, но после того, как крем полностью остынет после холодильника, он станет довольно плотным. И нам останется только собрать торт. На сервировочную тарелку кладем первый корж, хорошо его пропитываем, тонким слоем выкладываем шоколадный крем, раскладываем вишню. Вишни в рецепте довольно много, мне кажется, от этого торт только выигрывает во вкусе. Но при желании вы ее можете взять меньше. Устанавливаем кондитерское кольцо, откладываем примерно 2-3 столовые ложки крема для украшения торта, а весь остальной крем выкладываем сверху. Второй корж также пропитываем. Выкладываем сверху. И очень аккуратно подравниваем торт. Ставим торт минут на 30-40 в холодильник, чтобы охладился, стабилизировался крем. Через 30-40 минут достаем торт из холодильника и снимаем форму. При необходимости там, где крем прихватился к форме, отделяем его тонким ножом. Для глазури нам понадобится 100 грамм горького шоколада и 60 грамм сливочного масла. Масло с шоколадом нагреваем любым удобным для вас способом. Можно в водяной бане, можно в микроволновой печи, но очень аккуратно, чтобы не перегреть шоколад, до однородной массы.
Выливаем глазурь сверху на торт и разравниваем. Тонкий слой глазури наносим на бока торта и просыпаем тертым шоколадом. Оставшуюся глазурь, нам понадобится примерно столовая ложка и даже меньше, перекладываем в кондитерский мешок с тонкой насадкой и отсаживаем гусиные лапки. Можно отсаживать лапки в четком порядке, можно хаотично. Оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешок с зубчатой насадкой и отсаживаем по краю торта. Убираем торт еще минут на 20 в холодильник, чтобы полностью застыла глазурь. И наш торт готов. В основе торта масляный крем, в холодильнике он становится достаточно плотным, поэтому перед подачей, примерно за 30-40 минут до подачи, торт нужно достать из холодильника и дать ему согреться. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.